Когда 7-я рота выдвинулась в сторону Покровска? Числа 5 июля. Около 50 человек вообще должны были с Селидова выезжать постепенно по пятеркам, по двойкам. У вас группа со скольки человек была? Нас вышло 9-я рота, 2 взвода, где-то порядка 50 человек всего. Сколько вы шли? Больше 2 недель. До Покровска нас дошло, как я слышал по рации, что зона, откуда мы заходили в Покровск. Вот, нас дошло, человек 8 максимум. Ушли лесополками, зеленкой. Двигались по вот этой местности. Очень много народу пострадало. За 200 очень много птичками. И за 300. Там уже, больше 70% осталось из 3 взводов. И вот уже к Покровску подошли. Я был со своего взвода, нас было 3, со 2-го взвода было 2, и, наверное, с 1-го тоже человека 2. Все остальные 200-300. Извините. Как вы заходили в Покровск? Покровск? У нас маршрут был отбитый определенный по картам. И через терриконы, через промзону мы проходили все вот это вот. И в итоге с юга подошли, получается. И район заправки, вот мы недалеко в лесополосе еще несколько дней сидели перед дорогой. А потом уже зашли. Могу вам на карте показать все, если я просто название деревни не знаю. Так. Как вы заходили? Смотрите, получается. Нашел. Вот. Отсюда заходили, получается. Вот заправка, она еще вот эта вот. Вот отсюда проходили между... Через озеро, да? Да. Потом уже здесь вдоль озера проходили. Вот здесь останавливались, там на пару ночей. Здесь в этом бункере спали. Так, вот здесь вот тоже вот так вот. И вот здесь через террикон проходили, соответственно. То есть вы проходили через Зверово, через терриконы, выходили на озеро, которое уже в Покровске. Так точно. А сколько от Зверова вы по времени заходили в Покровск? Если от Зверова, это первый террикон, получается, наверное, с неделю. Потихоньку шли. Это вы в день сколько проходили? Может, 2-3 точки проходили, 1,5 километра силы вот так вот проходили. И все, и тормозили. Потом перед Покровском, где вот 2 пруда вот эти прошли, в этой зеленке еще там, уже это после 20 числа было. В этой зеленке тоже дней 5 просидели, потом пошли, команда была, что будете выдвигаться в сторону населенного пункта. Можете там посмотреть дом, если все чисто, с гражданскими не контактировать, обходить. Если противник тоже, лучше не контактировать, было все идти в темную, в тихую и аккуратно. Ну, это зеленка, где вы были, там были какие-то позиции, блиндажи? Нет, все окапывались сами. Сами? Да. Ветками накрывались, пончами в основном. Скажите, а какой группой вы заходили в Покровск, вот вы непосредственно? Я, Палец, Глагол, Руда, Пузо, Медведь, Кайф. 7 человек. 7 человек. И вы всемиром выдвинулись в черту города, правильно? Да. Я выдвинулся с Пальцем, получается, а Глагол с Рудой, а Пузо и Медведь, Кайф, они 3. Через дня 2 Глагол с Рудой пропали со связи. У меня потом через несколько дней, тоже день-два, Пальца, Птичка, все за 200. Потом я один остался, я соединился, получается, с 3, с Пузом, с Кайфом, с Медведем. Потом нас на следующий день также, день, сутки, двое, вот так вот. Тоже птички начали бомбить. Кайф в одну сторону с Пузом ушли, мы с Медведем в другую, Медведь пропал, тоже птички, видать, его бомбанули. Потом остались 3, и все, и вот опять день-два. И Кайфа и Пузу тоже 200. Зашло нас в итоге, когда вот в зеленке были, мы перед Покровском у нас 8 человек было. 8? А зашло? Зашло постепенно, по двоечкам заходили. Потом 1-я двоечка полегла, 2-я двоечка полегла. А вы в какой двоечке были? И мы в крайней, в последней были двоечки. А что с теми, которые перед вами
С теми, те 200-е все. Это вы точно знаете? По крайней мере, я сам не видел, но по рации, то есть на рацию они не выходили уже на связь. Могу рискну предположить, что они 200-е. Ну а дрон вас вел в этот период, когда вы заходили в Покровск? Дрон вел нас только в этом, еще до телеконов. Нас последний раз вел командир по дрону. Дальше мы так шли по карте. А в какой момент у вас трое было? Трое, получается, вот сейчас напарник, который там сидит, у него напарника убили, он обратно вернулся, и, получается, с ним строй стало. А где вы встретились с ним? Мы еще в Зеленке сидели перед городом, он обратно к нам вернулся, и вот он строй стал оттуда. Вы вдвоем с Зариком первый раз заходили в Покровск. Да. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Мы перешли дорогу, получили точку, куда нам нужно было зайти. Вот. Шли дворами, вот, зашли в один двор. Зарика начал докладывать, что, руководству, командирам, что мы дошли до такой-то точки. Вот. И его убили. Я убежал. Ну а как произошел огневой контакт? Он искал связь с рацией. Вышли парни. И... очень все быстро. Я перебежал обратно дорогу и вернулся, где были Кади и Репа. Он обратно вернулся, и, получается, с ним строй стало. И вы в последней четверке пошли втроем, да? Так точно. Сказали идти вот с ними, хотя видел плохо. Я потерял очки, то есть со зрением у меня проблемы. Какое у вас зрение? -3. На оба глаза? Да. Как вы проходили через частный сектор? Мы огородами шли, где-то огородами, где-то по улице по самой шли, где побольше зелени, мы в зелень заходили и вот так вот вдоль заборов потихонечку, скрытно проходили. И огневого контакта вы абсолютно не встречали? Никак нет. Никакого сопротивления, ничего не было. Невероятно. То есть вы уже понимали, что вы в самом городе? Да. Ну а что командование вам говорило? Вы каждый день же выходили на связь? Как у вас было? Да. А рации как вы заряжали? Вот пауэрбанки скидывали. Дронами? Да, А дронами. что еще дронами скидывали? Вот сигареты, шоколадки и все. Чтобы вы держались, да? Да. А по БК что у вас было? БК еще остатки было в рожках. В остатке было, это значит вы стреляли, да? А в основном по пути я скинул большинство БК. Тяжело сильно было нести. Где-то по птичкам стрельнул несколько раз, то и не попал. Когда от птичек отбивался. Ну а в городе самом, где у вас точка стояла? Ну, последняя точка была, где вот этот домик этот, в котором мы были, получается, тоже на улице Прокофьева, в этом доме. Засели мы на территории, там магазинчик был под навесом, под навесом сидели. Ночью установили 4 мины, но нас обнаружили, открыли по нам огонь. Раздались одиночные выстрелы. Репа пошел посмотрел, сказал, что стреляют по этим минам. Как сказать, солдаты вооруженных сил Украины. То есть подорвать их хотели или что. Потом стрельба прекратилась, он говорит, мины сняли. Вот. Потом днем Кади и Репа открыли огонь по машине проезжающей. Вот. Что за машина? Пикап, по-моему, серый. Да, серый такой. Серый. Ебать, тут расы уже! Налево! Давай, давай! Не могу!
Ну а в какой момент, как вы попали в плен? В плен попал вот на 6-й день, когда в доме были. 6 дней вы в доме были? Да. Вы просто сидели и... Просто сидели, наблюдали обстановку, докладывали по рации. Все. Ну а что вам командование говорило? Пока, говорит, сидеть на месте. Вообще я ждал отката уже, потому что все, уже народа не было, просто нас 2 человек осталось, один нас кинул еще. Ситуация патовая, непонятно, что делать дальше. А как он вас кинул? Просто пошел, говорит, я пошел посрать, грубо говоря. Нету. Ну и ходить опасно тоже проверять, мало ли, птичка, не птичка. А рация была у него? Нет? Он все свое оставил. Дальнейшая судьба вы не знаете? Дальнейшая судьба неизвестна, там нас уже потом взяли. Ну, может, прошло времени час, часа 2, и вот украинские силы вооруженные нас взяли. Как вы, ну расскажите детальнее, как это произошло. Я сидел в зале, папус, вот напарник, сидел в другой комнате. Я пытался там закрутить что-то, бумажку, сигаретку какую-то. Вот сигарет не было, сбросов мало нам было, со снабжением херовое, грубо говоря. Пытался там чай закурить, ну, курить очень была охота. Заходят люди. Я сначала думал, может, этот вернулся, наш напарник. Слышу голоса, понимаю, что точно не наши. Сразу сдался. За вот это все время 3 раза меня ранило. Дроном. Дронами в основном, да. Ну, сбросники, либо комики. Потому что в домах, когда отсиживаешься, они начинают... Ну, нет смысла в домах отсиживаться, лучше где-то в зеленке спрятаться. И вот последний раз, когда ранило, я с дома в дом перебегал, дома поджигались. Я на 4-го дома успел, в огород забежал, под дерево спрятался. Все, никто уже больше на связь не выходил. 2 дня я под деревом жил, просто в одних трусах, потом уже в постройке. Командиры выходили со мной на связь, а больше никого из своих вообще я даже не слышал. Говорили, что союзники далеко, к тебе никто не подойдет, крепись, вода там была. Ну и на 6-й день украинские солдаты зашли. Я лежал уже в одних трусах без оружия, ну, мне очень плохо было, практически без сознания. Все, меня скрутили, связали, взяли в плен. Это было 2 августа. Вы знаете, кто вас взял в плен? Да. Ребята нам объяснили все. То есть не били, ничего. Это вот, как правильно, подразделение, да, «Скала». Позывной у него был 13-й. Дал закурить, потому что курить у нас не было. Курили заварку. Как вы попали в армию? В армию через тюрьму. Какая статья? 159-я. Это что? Мошенничество. Сколько вам дали? 2,7. А получается, пришлось подписать у меня 159-х, но это мошенничество, 2 статьи. Посадить должны были элементы. Из-за этого пришлось. Искал работу, ну как нужна была работа. В Москве около станции метро зазывалы, которые предлагали работу строителями и водителями, разнорабочими на новых территориях. Заинтересовала меня работа водителем, ну как не заинтересовала, а согласился на работу водителем водовоза. Ну а как вы попали? Вы говорите, что вы и шли на водителя водовозки, да? Ну, это все от Министерства обороны, как говорилось. Это от Министерства обороны, да? Да. Что это от Министерства обороны, все официально. Вот. Там много стариков, людей, которые пришли строителями, то есть пожилого возраста. Вот это в какой момент вы поняли, что вы не будете водителем водовозки, а то, что вы идете в штурмовики? Когда уже привезли в Шишовку и выгрузили из машины. Привезли в расположение, там уже нас построили. Вот, и объявили, что попали туда-то, туда-то, 30-я мотострелковая. Вот. Ну, я еще что-то надеялся, может, там по местности буду кататься, возить воду там по этим. Но мне сказали, что я буду служить. Как происходила ваша подготовка? Мы путанку преодолевали, колючку. На нас тоже так же эти дроны учебные скидывали какие-то вот эти вот, не гранаты, ничего, просто имитацию. Скиды, да? Да, скидывали, либо комики у нас прям врезались.
ну, чтобы имитацию делали, чтобы как прочувствовать будущую дорогу нашу. Сколько проходила ваша подготовка на полигоне? Около месяца, где-то 3 недели. Что в подготовке было? В основном питбол. С шариками стреляли. Ну, бегали по окопам, конечно, вот это вот поход долгий был, 7 километров с рюкзаками. Ну, типа выносливости там, в гору с горы. Пейнтбол играли? Да. Да. Ну, этих, Много было таких тренировок? раза 4-5. Что еще было в подготовке? Такого в основном ничего не было. В основном походы долгие, что вот эти походы шли, до полигона шли. Ну, 7 километров с этими рюкзаками, в рюкзаках кирпичи и в 3 полторашки воды. Кирпичей килограммов 7. Чисто выносливо, чтобы, ну, ноги, видать, работали, чтобы, потому что походы долгие вот. День просто по точкам ходили, по картам, ориентиры по местности были. Вот у нас Alpine Quest программа у нас специально была вот для вот таких штук. И просто по точкам ходили, по рации, точку докладываешь, какую точку проходишь. Все, в принципе, как бы это определенно. Что. Типа по открытке бегом, в зеленке потихонечку, не толпимся, дистанция, соответственно, какая-то, что-то еще там. После подготовки были ли какие-то нюансы вообще на полигоне? Были ли люди, которые отказывались, возможно? Ну, у нас было 2 самострела, получается. 1 самострел, 1 сбежал, и 1 гранату себе сунул под бронь. Гранату боевую? Да. Как это произошло? Я не знаю, я шел впереди цепочки. Мы шли, опять же, утром на полигон шли. И это, я шел впереди. Ну, не самым впереди, а впереди этого человека, царство небесное. И слышал взрыв уже сзади. И слышал по рации, все, у нас тут 300, а потом, оказывается, это 200 вообще. Как я понял уже. Ну, мы не остановились, нам сказали команду, да идти дальше. Мы, говорили, сами разберемся. Ну, там, командовали. А самострелы почему делали? Самострелы психологически не выдерживали, я считаю. Там еще такой нюанс есть, потому что еще в районе Селидова еще уже было нас меньше, потому что ну, двоих или 3 ликвидировали просто-напросто. Ну, они как посчитали, что он лишний груз. Старые люди уже. Старые люди? А сколько им лет было? Одному лет 65 было, другому около 60, что ли. Как люди в 60-65 попадают в А армию? вы знаете, такая ситуация в России идет, что многих просто там, грубо говоря, есть люди, которые вот так вот поднекивают, так сказать, и выпили там с ним, он, грубо говоря, писанул, там что-то еще, все, считай, подписал контракт, и этот человек, который этот подсунул ему бумажку, он за него 100 тысяч выручил, ну, грубо говоря, вот так вот. Все, этот при деньгах, а этот все, по контракту уехал, отказаться уже не может, уже подписал бумажки все. И таких вот много, большинство, что у кого-то женят так, что это жена, фиктивный брак, грубо говоря, женятся там, и все, потом сбагривает в армию. Чтобы получить потом выплаты, Да, да? потом выплаты получить за него. Чисто денежный мотив. Ну а почему вот после таких случаев никто не идет там, не пятисотится, не дезертирует, не убегает? Ну, понимаете, начнут убегать, свои же пристрелят. В этом плане. Убежать очень сложно. Ну а какая у вас дисциплина, например, в бригаде? Вы знаете, что будет, если ты откажешься там выполнять задачу? Сразу свои же придут, убьют.